Хорошо. Ну, дорогие друзья, пока наша техническая поддержка бегает. Я Игорь Черноусов, рад видеть вас на продающей стране. Так, что-то у нас там звучит. Игорь, выключайте либо свой микрофон, а то мы вас слышим. Пока наша техническая поддержка бегает и включает все остальные соцсети, ну, во-первых, здравствуйте, дорогие друзья, и напишите, пожалуйста, плюсики поставьте, хорошо ли нас слышно, раз, пожалуйста, не ленитесь, поставьте плюсики. Так, уже есть пару плюсиков, ну, наверное, слышно. И видно два. Можете восклицательный знак поставить, можете вопросительный, любой, в общем, знак поставьте, чтобы мы понимали, что у нас там все отлично. Спасибо. Ну и, конечно, пока техническая поддержка подключает все остальные сети, скажите, пожалуйста, кто сегодня присутствует с нами? Ну, наши спикеры будут такие. Это я из Воронежа вещаю, техническая поддержка тоже в Воронеже, Юля Сафонова из Белгорода и Наташа Орешникова, которой вы тоже знакомы также, из Ростова. Это эксперты наши, ну, я потом немножко расскажу о них побольше, но, во всяком случае, наши города мы вам объявили. Жанетта у нас из Тамбова, Оля Рыженко здесь же в Зуме и Людмила Александровна Чибисова из Воронежа. И кто у нас сейчас присутствует? Ну, то, что я могу увидеть, это Москва, это Липецк, это Орел, это Тюмень всегда на месте, это Украина, спасибо, ребята, это Минск, Казахстан, я вижу еще Кипр, я вижу еще... Ничего больше я пока не вижу, поэтому будем ждать Игоря, который посмотрит еще другие соцсети, кто где, откуда. Ребят, у нас сегодня вообще такая тема будет достаточно, ну, сказать, что во время пандемии она прям супер важна, вроде как неудобно говорить, потому что уж больно серьезная ситуация сейчас на сегодняшний момент. Но, как ни странно, хотя что тут странного, если судить по обороту и по тому, что люди просят и заказывают, то и больше всего на прямых эфирах у нас, когда мы говорим о косметике, раз, когда мы говорим, ну, косметика лечебная, может быть, и так далее, и надеюсь, что сегодняшний эфир тоже будет достаточно многочисленный. Ну и, конечно, когда мы о детях говорим, это вот животрепещущая тема. Ну вот просто представьте, где дети и где косметика и волосы. Вообще как-то как будто бы в разных этих самых полюсах. Хотя, если так вот привязать философски, то может быть и не по-разному. Итак, если уже наша техническая поддержка чего-то там подключила, хотя бы чего-нибудь, то я, пожалуй, начну. И разговор о долголетии, о котором мы так все время и долдоним, и твердим, он касается, как он касается вообще волос и всего на свете. Японцы говорят следующее, что волосы и ногти – это хвост крови. Ну, если это такое философское, символическое изречение. А если мы говорим и разбираем вообще, почему так, то что говорят европейские ученые или европейские врачи? Конечно, я вообще не претендую ни на какую истину, я все подслушиваю, подглядываю, читаю и размышляю, и вот как бы пытаюсь собрать это все в кучу. Так вот, представьте себе картину. Организм – самоисцеляющая система. И организму нужно, чтобы все винтики, которые у нас там есть, работали исправно. И если что-то сбивается или что-то там как-то там подломалось у нас в организме, то организм начинает себя восстанавливать. Но в первую очередь он будет восстанавливать жизненные органы, да? Сердце, печень, почки, там, ну и так далее, все остальное. Откуда, если у него кончились ресурсы внутри, то он их начинает брать из кожи, из волос, из ногтей. Ему совершенно организму пока наплевать. То есть это не жизненно важные органы. Они важны, наверное, но не жизненно важные органы.
И поэтому, когда мы видим, то есть он таким образом вот эти ресурсы все забирает. И когда мы видим, что какие-то проблемы с волосами или с ногтями или с кожей, то есть это уже понимание, что это уже вот, ну все, уже внутри ресурсов не хватает, и организм начинает вот таким вот образом все это забирать. Опять же говорю, не претендую на истину, просто рисую картинку такую. Полный эффект. И только когда в организме все нормально и более-менее все в порядке, когда он двигается хорошо, когда все работает там, тогда у нас уже становятся и волосы нормальные, и кожа, да, и ноготки не слоятся. Ну, вот такова картинка. Итак, волосы, там это, конечно, очень сложная вот эта вот вся штука, потому что мне это показало, как ни странно, вообще у меня такие странные ассоциативные ряд, мне это, знаете, что показало? Как только у нас в Вивасане появились краски, и девочка одна пришла чуть ли не там с серо-бурмалиновыми волосами после окрашивания, и я не знала, что ответить, я не понимала. Но на мое счастье, как это бывает обычно, стояла рядом мастер, парикмахер, которая спросила: стоп, не волнуйтесь, вот краска, вот она только этим красилась, и почему-то получился непонятный цвет. Она спросила: а чем вы моете голову? Чем? Ну, шампунем. А какого цвета шампунь? Помните, разные шампуни были, которые там были зеленые, синие, всякие разные. И вот в том числе у нее этот был шампунь какого-то там зеленого цвета. А поскольку она говорит, ну вот и все, поскольку тело волоса имеет пористую структуру, вот эти красители, которые в шампуне, они остаются надолго. И во взаимодействии с краской они дали вот такую вот интересную штуку. Ну вот таким вот образом. То есть это очень серьезная структура, которая и отдает из организма все, что хорошо или плохо, и забирает также на себя очень много и хороших, и плохих компонентов. Поэтому сегодня мы вам подобрали экспертов, у которых тоже роскошные волосы. Юлечка Сафонова, эксперт Вивасан по здоровому образу жизни, в том числе по уходу за волосами. Юлечка Сафонова имеет, вот посмотрите, она брюнетка, мы постарались всех цветов радуги, она брюнетка, роскошные, тяжелые, блестящие волосы. И Наташа Вершникова, у которой, вы посмотрите, какие тоже, не сглазить, красивые волосы, и все это Вивасан. И в Вивасане, они уже вам расскажут, во-первых, секреты ухода по-швейцарски за волосами, это первое, да, рецепты, их немного, но все-таки они есть. И, конечно же, краски, потому что в Вивасане широчайшая линейка вообще всех вот этих средств по уходу за волосами. Но это я уже вторгаюсь в чужую, так сказать, в чужое место. Итак, приглашаю вас к очень интересной теме и желаю вам хорошего настроения и полезного вечера. Наталья Орешникова и Юлия Сафонова. Прошу вас. Все. Спасибо за представление. Я думаю, что мы сейчас начнем сначала с вопросов, чтобы пока написали, какие проблемы у кого есть. Вы пока можете писать, а мы будем читать и отвечать на ваши вопросы. И чем мы хотим поделиться? Мы хотим поделиться, чем мы пользуемся сами и что мы рекомендуем использовать вам для того, чтобы у вас были красивые волосы. Для того, чтобы они были длинные, чтобы они были блестящие, чтобы не было секущихся концов, чтобы волосы не выпадали. Если даже они выпадают, что можно сделать и решить эту проблему? Чем можно заменить ламинирование и много всего остального. Итак, напишите, пожалуйста, какие у вас проблемы с волосами есть, а мы пока начнем. И чем вы ухаживаете? Вот из того, что я использую на данный момент, например, у меня огромное количество, это вот из того, что я взяла. Вот. Это шампунь, это бальзам, это шелковая маска. И часто у многих бывает вопрос, что нужно использовать при выпадении. Я думаю, мы сейчас постепенно всего этого коснемся.
А пока начнем о том, что это шикарная натуральная продукция по уходу за волосами. Если вы использовали какой-то другой шампунь, вот сразу говорю, натуральный шампунь, он чем хорош, что вы его можете использовать, добавляя сюда воду. Как минимум 1 к 1 с водой. Разбавляем и наносим на волосы, потому что, ну, у меня, вы видите, длина волос какая. У меня шампунь не за месяц расходуется, и я не мою волосы каждый день. Потому что постепенно их нужно приучать к тому, чтобы у них была собственная защита, и они не будут так быстро пачкаться, жирнеть. Вот, кстати, это о проблемах тоже, потому что у кого какие проблемы. Напишите, что беспокоит вас в идеальности ваших волос, какие проблемы. Ну и коснемся, наверное, самой такой основной проблемы по выпадению волос. Вот, Наталья, что-то вы можете сейчас подробнее рассказать? Да, конечно, Юль, спасибо, что предоставила мне слово. Выпадение сейчас, наверное, это вот проблема номер 1. Причем в последний год или в последние полгода эта проблема стала еще более актуальной, потому что это одно из серьезных последствий ковида. Люди, перенесшие ковид в той или иной степени, все жалуются, что спустя месяц, 2, 3 и так далее у них усиливается выпадение волос и боятся вообще остаться полностью лысыми, остановить не могут ничем. Как я понимаю, это связано с тем, что восстановление после ковида проходит очень тяжело. Люди перенесли и страшный стресс, и последствия этого стресса продолжаются. Некоторые впадают в депрессивные состояния, очень тяжелые, тяжело выходят из вот этого состояния. Это тоже один из факторов выпадения волос. И поскольку там повреждается, можем так сказать, вся иммунная система организма, да, при этом вирусе, то усвоение полезных веществ, витаминов, минералов, оно, естественно, сводится практически к нулю. То есть первое, что мы всегда рекомендуем, это восстановить вот этот баланс, да, работы желудочно-кишечного тракта, восстановить микробиоценоз кишечника, и тогда уже все витаминные комплексы будут усваиваться так, как надо. Скажем, чтобы не ждать, да, вот длительного этого окончания процесса восстановления, конечно, мы используем ту палитру миглиарин от выпадения волос для укрепления волос, которая есть у нас в Вивасане. Это вот такой шампунь миглиарин от выпадения волос. Это спрей от выпадения волос, их 2 вида, спиртовой и без спирта. То есть это зависит от того, жирные волосы или сухие. Да, великолепно работает, втирается в кожу головы, работает на луковицу волос. И есть еще капсулы миглиарин, да, с кремнием, с природным кремнием из экстракта хвоща. То есть, казалось бы, все знают, что нужен кальций, на самом деле нехватка кремния ощущается. То есть вот эти капсулы люди пропивают. Ну и, в принципе, капсулы Трикокс – это вообще тройной удар по выпадению волос вплоть до аллопеции. Но то, что касается ковида, капсулы будут сначала не актуальны, можно подключить еще ампулы, просто у меня здесь нет под рукой, вот, и восстанавливать организм, как я и сказала. Если причина не в ковиде, причина может быть как бы нарушение гормонального фона. Очень часто у женщин, очень часто бывает, впрочем, у мужчин тоже. Сейчас, в последние годы, мужчины стали чаще обращаться ввиду активного такого вот облысения. Но это тоже мы знаем, есть изменения гормонального фона, там, скажем, после 40 лет. А кто более молодые, там часто идет употребление стероидов спортсменами в виде витаминных комплексов там дополнительных или инъекций, да, уколов. То есть это гормональные вещи, которые нарушают вообще очень много процессов в организме. На фоне стресса в любом случае идет выпадение волос, то есть здесь нужно работать против стресса. Вот у нас великолепно работают капсулы релакс, они пьются курсом. Сейчас стресс вообще у всех. Да,
Они пьются курсом, они обладают очень хорошим таким накопительным эффектом, и человек реально получает нужную помощь. Но это не исключает правильный уход за волосами, конечно, комплексный. То, что касается нервной системы. То, что касается гормональной системы, мы рекомендуем такой продукт, как фито-40 или масло гранатовых косточек. Фитоэстрогены, фитогормоны, которые не просто пополняют организм необходимыми гормонами, а выстраивают баланс гормонов, потому что у нас в организме их действительно очень много. Гранат великолепно работает по щитовидной железе, например, помимо всего прочего. И, конечно, мы рекомендуем, так еще вот у нас «Молодость навсегда», масло энотеры, тоже работает по гормональному фону, плюс включает витамин Е, природный, да, необходимый для кожи. И омегу мы включаем, омега-3 форте. Сейчас вот у нас были программы по здоровью, и я говорила, что 90% по статистике населения России страдает хроническим йододефицитом, да, и это приводит к нарушению щитовидной железы прежде всего. Омега наша, она восполняет этот дефицит, и бывают случаи, когда ее пьют даже, несмотря на то, что она форте, ее даже показано пить в двойной дозировке по, там, скажем, такому моменту, как восполнение витамина D. Хотя его здесь совсем немножечко, но в двойной дозировке прекрасный результат. В общем, вот такие вещи. У кого нарушение идет микрофлоры кишечника, это, естественно, мы рекомендуем такие наши замечательные капсулы Флорамакс. По российским стандартам, да, там техника не позволяет больше, там, да, 5 миллиардов, а по зарубежным фактическая цифра 10 миллиардов лактобактерий вот в одной капсуле, да. Пьются сейчас это только первая необходимость. Да, и пьются, конечно, несколькими курсами. Если это был действительно ковид, неважно в какой форме, то здесь желательно полгода, 2 недели пить, ну, как я говорю, здесь 30 капсул удобно делить на 15 дней, да, по 2 капсулы, допустим, в день. 15 дней пропили, 15 отдохнули, в следующий месяц опять 15 капсул, 15 дней пропили. И так до полугода. Это работа с Флорамаксом. Ну, как бы вот проблема выпадения волос у нас озвучена. В шампуне все это я сказала, спреи в кожу втираются, схема у нас есть. Да. Наталья, можно я покажу, как наносят спрей, потому что очень часто спрашивают, когда покупают, либо мы не успеваем, либо не успеваем показать. Наносят спрей, вот когда вы раскладываете волосы, сбрызгиваете, и так прямо пряди поднимаете и пробрызгиваете все по голове. Потом можно это руками вот так сделать, то есть вмассировать в голову, и оно будет великолепно работать. Потому что вот именно на спрее у меня очень много отличных результатов. На трикоксе, на спрее, на капсулах Миглиорин. И, конечно, шампунь Миглиорин. То есть здесь идет в комплексе вся серия. Она работает супер просто, поэтому здесь только брать и применять. Кстати, вот то, о чем мы говорили, да, что вот этот весь комплекс, он работает и по коже головы, и, кстати, по волосам в целом, по структуре волос, и спреи улучшают структуру волоса очень хорошо. И если человек новенький, он выбирает себе там 5 позиций, да, мы об этом говорили раньше, и имеет возможность получить дисконтную карту Vivasan, которая дает ему потом возможность иметь постоянную скидку 23% и дополнительные кэшбэки с его заказов, с его закупок. Вот такой комплект из 5 наименований. Вам будет достаточно, это как минимум на полгода, а некоторых препаратов еще или шампуня, тоже маски, бальзама хватит и на год. Смотря какая у вас длина волос, наносит. Расход причем действительно очень маленький. Да, да. Причем вот можно в спрей также добавлять масла дополнительно, если вам очень хочется, и будет очень приятный аромат от волос. И спрей есть со спиртом и есть без спирта, в зависимости от того, что у вас с кожей головы.
потому что вот тоже был вопрос по сибарее. Сибарея бывает, она разная. Вот по сибарее я знаю, что у вас есть отличные примеры, Наталья. Можете что-то порекомендовать, Да, как решать да, эту да, да, проблему? конечно. Но, во-первых, у нас есть вот такой антидандруф, ну, это шампунь или фарфора, да, называется, на двух языках. Это шампунь от перхоти. Он также у нас бессульфатный, шампуни все бессульфатные, чтобы вас не пугало, они не дают пены такой обильной, как все привыкли, да. То есть пена – это определенные не совсем полезные, скажем так, вещества в шампунях, в моющих средствах. Вот такой шампунь. Плюс очень хорошо работают эфирные масла, чайное дерево и лаванда. И добавляя эти масла в шампунь, вы получаете эффект гораздо быстрее, гораздо быстрее. Добавляется, ну, в зависимости от того, какая шевелюра, это может быть 2 капельки, 3 капельки, может быть 5 капель. И желательно сразу не смывать, а несколько минут, помассировав аккуратненько, подержать все-таки вот эту смесь на волосах. Действительно, где-то 2 недели перхоть проходит, на самом деле. Были случаи, когда, это даже у меня было несколько лет назад, я связалась со стрессом, зимой вдруг появилась сибария. Я была в шоке, потому что я вообще не знала, что это такое. В принципе, у меня ее никогда не было. И я взяла тогда вот именно эти 2 масла, я их соединяла вместе, там, скажем, 2 капли одного, 2 капли другого, и добавляла в шампунь, и раз в неделю я делала элементарную маску для волос, то есть там, я не помню сейчас, по-моему, оливковое, нет, ну, оливковое или репейное масло, желток 1, ложка меда, и вот наши масла. И держала порядка 2 часов, укутав голову, потом смываешь. И моешь там вот этим шампунем, да, от перхоти. Все очень быстро, все это ушло, и ушло безвозвратно. На тот момент как бы я сама стресс не ощущала, но он у меня был ранее. То есть пить от стресса я даже ничего и не начинала. То есть вся проблема была решена только таким образом. Я хочу поделиться еще, как можно сделать ламинирование в домашних условиях с помощью нашей продукции. Если у вас есть шелковая маска, я не знаю, видно, нет названия, шелковую маску мы соединяем где-то 1 к 1 с бальзамом Сан-Рока. Туда же вы можете добавлять такое же масло, например, как розмарин, масло чайное дерево, смотря в зависимости от проблемы, если она у вас есть. Если перхоть, мы добавляем чайное дерево. Можно добавлять иланг-иланг, можно добавлять розовое масло. Если у вас светлые волосы, можно добавлять масло лимона. Оно будет улучшать структуру волос. И вот это вот я наношу просто полностью на все волосы, размешиваю это в мисочке для краски, кисточкой наношу, все это под шапочку, прогреваю феном и заворачиваю полотенцем на какое-то время. То есть продержать, чтобы оно прогрелось. И когда мы это смываем, если, конечно, сильно заморочиться, можно пройти утюжком, это будет еще более глубокое проникновение. И тогда волосы становятся живыми, они блестят, это не синтетическое, как, знаете, когда мы делаем ботокс, это идет эффект на какой-то период времени. Затем это нужно повторять снова и снова, потому что волосы, они же полностью не восстанавливаются. А здесь вся продукция идет на восстановление именно волос. Потому что очень частые вопросы, но это в принципе одна процедура может вам заменить несколько наименований, которые вам будут оздоравливать ваши волосы. И когда мы обязательно промываем волосы, вот Тамара в прошлый раз очень интересную тоже вещь рассказывала, что нужно в первый раз тщательно сначала смыть волосы, и затем уже разбавленный шампунь мы наносим на волосы. Пены однозначно нет, и промывают голову 2 раза, потому что иногда почему-то моют голову 1 раз. Первый раз мы смываем грязь, второй раз мы уже как бы оздоравливаем свои волосы. И обязательно смывать волосы нужно прохладной водой. То есть не саму голову мыть холодной водой,
а именно волосы. Тогда структура волос, чешуйки, они начинают закрываться, и тогда они будут сильнее блестеть. Еще вот я бы хотела коснуться красок. У нас краски без Юлечка, аммиака. Юлечка, а посмотреть можно, там вопросы есть какие-то? Я вот не совсем вижу вопросы. Вопрос только один, но, наверное, не совсем он про волосы. Какой препарат можно принимать как аналог МГБ6? Мы не знаем, что такое МГБ-6. Я тоже. Магний. Магний. наверное. Магний. А, магний, господи. Магний B6, да. Но вы знаете, у нас в Вивасане нет, ну, очень мало препаратов, скажем, с каким-то одним компонентом. Ну, допустим, Viva Q10, да, вот один компонент. Ну, тот же магний входит в можжевеловый сироп. Он входит, да, он входит в комплекс бодрость. B6 тоже. Вот, то есть можно пропить вот этот комплекс, и вы получите там не только магний B6. Магний B6 назначается в основном для нервной системы, для стабилизации нервной системы. Поэтому вот, пожалуйста, полный комплекс с тем же самым магнием. И стабилизация нервной системы – это наш релакс. Да, да. А так полный комплект витамин – это, конечно, бодрость. В бодрости 27 витаминов и минералов плюс селен. И там идет послойное нанесение, потому что очень много пишут о том, что витамины с минералами вместе пить нельзя. Там идет послойное нанесение, и каждый витамин-минерал, он рассасывается и усваивается там, где он необходим. Да, это структура матрицы, Коснемся специально разработанная вот у нас... Швейцарией. Угу. Да, у нас краски без аммиака. Вот чем они хороши? Они на 100% закрашивают седину. Но я краски использую очень много лет. У нас большая палитра. У Натальи как раз над головой видно всю красоту. Да, я вот большую прям эту раскладушечку возьму, чтобы показать. И для светлых да, вот палитра темных. Да, вот средние и рыженькие такие тона. Их не... Так. Вот с красным оттенком тона, с бордовым. И вот light серия, да, для щадящего окрашивания, скажем так. Хотя они натуральные и так щадящие, но это для проблемной вообще кожи, там, аллергиков и так далее. Вот, в общем, вот такие достаточно большая палитра можно подобрать. И у нас, скажем так, можно с этими красками обратиться к специалистам, парикмахерам, чтобы они прокрасили. Я по красочкам вот сейчас могу немножко рассказать. А можно дома производить окрашивание, и можно комбинировать, да, нужно просто вникнуть в это, почитать материалы парикмахеров, как правильно цвет подбирать, то есть холодные тона, теплые тона. Что-то пишут, мне не слышно. Кого не слышно? Нет, меня слышно все прекрасно, тут вопросов накидали. Можете ответить? Ну, я не знаю, может быть, тему красок закончить, а потом на вопросы или ну, что? Да, хорошо. Вот, то есть можно делать даже вот я дома сама себе делаю по типу колорирования, да, мелирования, можно колорирование, и меня потом все спрашивают, а что это, где ты делала, это у тебя шатуш там или что-то? Я говорю, да, именно так. Вот, что я хочу сказать по поводу красок. Наша краска по цене дисконтной карты стоит чуть-чуть там больше там 1000 рублей на сегодняшний день, да. Ее там не обязательно расходовать сразу всю, то есть можно же там корни обрабатывать, да, и там, скажем, раз в 2 месяца уже полностью волосы. В зависимости от того, какая длина. Да, какая длина, да. Чем хороша эта краска? Многие бегают, ищут вот безаммиачные. Девочки, ну аммиак – это только, знаете как, надводная вершина айсберга. На самом деле, да, аммиак – это вредное вещество, да, он вызывает аллергические реакции, да, он вреден для бронхолегочной системы, для астматиков и так далее. Все это понятно, но кроме аммиака очень много других вредных веществ. И я хочу сказать, что я сейчас вот прямо несколько из них перечислю.
И я хочу, чтобы вы их, может быть, записали, если кто-то там, новые вот люди смотрят нашу программу, или те, кто не дошли еще до красок, да, не пользуются нашими красками, а берут там какие-то или профессиональные, или в салонах красятся, просто чтобы понимали. То есть на самом деле краски для волос – это особая тема, потому что, например, парикмахеры у нас в группе риска, ну вот неприятная тема, но я ее коснусь все-таки, да, вот красота, все так мило, все такие белые пушистые, а сейчас немножко ложка дегтя. И вот парикмахеры в группе риска, например, по раку мочевого пузыря, именно ввиду работы с красками, ежедневной работы с красками, они этим дышат, и вот тем, что они дышат, они как бы наносят вот такой вред своему организму, а в частности мочевому пузырю. И по данным Международного агентства по изучению рака, помимо вот этих рисков парикмахеров, еще краски вызывают такие формы рака, как лейкемия, лейкозы, то есть то, что связано с формулой крови. Из 450 красок, которые классифицируются в Skin Deep, это база данных окружающей среды, около 400 считаются опасными из-за токсических ингредиентов. И вот, пожалуйста, запишите. И взяв любую краску в магазине, допустим, да, на упаковочке, вы можете, имея вот этот список небольшой, это вот основные я только взяла, вы можете посмотреть, что мы имеем. П-фенилендиамин или ППД латинскими буквами, ППД. Он позволяет краске дольше держаться. То есть когда вам на самом деле специалист говорит, вот эта хорошая краска, профессиональная, допустим, она у вас будет долго держаться. Чтобы вы понимали, что все, что в косметике долго держится, это небезопасно, да? То есть находится в 75% красок, вот этот элемент. Кроме рака мочевого пузыря, является токсичным для иммунной и нервной систем, для легких, почек и печени. И после использования красок с таким ингредиентом ППД часто возникает астма. Следующий элемент – это персульфаты. Они могут быть обозначены как калий-сульфат, натрий-сульфат, аммоний-сульфат. Они входят, кстати, в состав отбеливателей. То есть это химия домашняя наша, да? Вот. И также красок, то есть для осветления. При концентрации 17% они уже потенциально опасны, а во многих красках концентрация достигается 60%. Вот. Вызывают ожоги, астму также и повреждение легких. Следующий элемент, который вот буквально во все краски входит, это резорцинол или резорцин. Влияет на производство гормонов он. И вот это как раз приводит и к гипотиреозу, заболеванию щитовидной железы, к лишнему весу, то есть нарушению обменных процессов, к нарушениям фертильности, то есть деторождение у нас теперь вот снижается, скажем так. И к таким как бы сильным, да, реакциям аллергическим входит в состав вообще любых красок. Такой простой ингредиент, который мы все хорошо знаем и во многих случаях используем, и он считается нужным у нас, это перекись водорода. Опасно, токсично для пищеварительной системы, то есть это коррозийное вещество, да, опасно также для легких и нервной системы, наносит повреждения нашим ДНК и увеличивая тем самым вероятность развития рака. Еще есть такой вредный элемент, как ацетат свинца. Обычно в темных красках дает, потому что он дает темный оттенок. Токсичен для мозга и нервной системы. Следующий это 4-ABP латынью, 4-ABP. Вообще он не обозначается нигде на упаковках, потому что он изначально не входит, он является уже продуктом побочным.
в результате производства. Вот он тоже является канцерогеном, то есть вызывает рак. В основном содержится в блондах, в красных и черных тонах. То есть по существу вся палитра, ну, кроме там шатенов. Напомню, кстати, еще много лет назад я читала, что краски черные, это уже было доказано научно, что черные краски содержат какой-то пигмент, который вызывает онкологию. Да, ну вот этот пигмент, видимо, значит, в темных красках это каменноугольный деготь. Если прочитаешь, думаешь, ну, натуральное вещество, не какой-то там ацетат свинца или резорцинол, нормальное название, природное вещество, но почти 71% темных красок содержат этот опасный ингредиент, и он также повышает очень сильно риск развития рака. Каменноугольный деготь. Есть такое вещество в красках, как гидантоин. И он содержится не только в красках, он содержится и в кондиционерах, и в ряде шампуней. Он является консервантом. Вот в Японии, например, ограничен список вообще каких-либо продуктов, содержащих этот ингредиент. То есть он используется только в случае крайней необходимости, потому что выяснили японцы, что он влияет на иммунную систему. И известное вещество, в принципе, название, мы все его слышали, это формальдегид. Любые там формальдегиды. Что это такое? Это вообще консервант. То есть любую там краску тоже нужно законсервировать. Но, к сожалению, вот я сейчас озвучу, да, это неприятная такая тема. Формальдегиды у нас используются в моргах вообще-то, да, для сохранности тел умерших. И вот формальдегиды используются в красках для волос, как консерванты. Вот, вызывают тоже онкологию и серьезные проблемы с репродуктивной системой. То есть очень опасное вещество для беременных женщин, вот, потому что имеет риски для плода. Такое вещество, как этаноламин, вызывает повреждение глаз, влияет на иммунную систему, увеличиваются, как бы, да, чаще происходят респираторные заболевания, заболевания печени, почек, и также вредно для плода, если женщина беременная. 150 грамм этого вещества являются фатальными, то есть вызывает Наташа, смерть. ну как-то что-то прям уже очень страшно, уже ничего не Вот теперь, хочется. а вот теперь послушайте. И есть такое вещество, сложное название, парафенилендиамин. Вот это супертоксичное вещество, оно запрещено в Германии, Швеции, Франции и в некоторых других европейских странах. Вообще нашумевшая была история не так давно, потому что в Великобритании женщина впала в кому. Было выяснено, что после использования краски, в которой было вот это вещество. Просто чтобы понимали, что не только... Многие думают, что, ну да, лучше брать натуральную краску, главное, чтобы она не содержала аммиак. Все ищут безаммиачные. И ищут те краски, которые не вредят волосам и коже головы. На самом деле ищите краски, которые в целом не вредят всему вашему организму, мозгу, репродуктивной, гормональной системе, да, щитовидной железе, почкам, печени, сосудам и так далее. Потому что вы видели, я специально дала этот перечень, чтобы было видно, какие заболевания чем вызываются. Учтите, что у нас краситься начинают уже в школе. И если раньше это было под запретом, да, то сейчас, там, 30, 40, 50 лет назад, сейчас можно увидеть девочек, окрашенных, да, и мальчиков во все цвета радуги. И это все приветствуется и на просторах интернета, да, это считается прогрессивным, там, да, детки самовыражаются. Рано начинают красить волосы, что-то им не нравится, они начинают менять цвет. Пожалуйста, скажите своим детям, насколько это опасно. Пускай лучше используют продукцию, да, используют все, что делает волосы красивыми, но при этом оставляя их натуральными. Ну вот, здесь как наверное... раз вопрос был, чем отличается в вивасановских красках и шампунях
в бальзаме, в маске не содержится всего этого перечня. То есть это практически натуральный препарат. Да, это натуральные, да. Спокойно использовать. И вот по поводу красок, поскольку они как бы, ну, из всего этого такого ассортимента, да, они вызывают наибольшие вопросы по своей, скажем, опасности, но я не наши краски имею в виду, вообще в принципе, да, потому что, ну, они, естественно, нарушают. Наши краски по беременным, кормящим и даже онкобольным. То есть у меня был опыт общения с парикмахером, которая работала вот с такими специфическими больными и в медицинских центрах, потому что там есть свои парикмахеры, свои вот эти службы, там людям нужны особые парики там и так далее. То есть вот наши краски, они абсолютно безопасны. Ну вот, я думаю, что я ответила на вопрос. Очень многих секутся волосы, и что с этим можно делать? У нас есть масло жожоба. У вас есть показать флакончик, Наталья? Масло жожоба, масло авокадо, масло жожоба можно наносить на кончики волос. Прямо промазывать в кончики волос, у вас тогда волосы не будут сечься. То есть постепенно они будут восстанавливаться, и эта проблема уйдет. Здесь вопросов очень много набросали. Я думаю, давайте либо частями как-то будем зачитывать. Ну, кстати, масло жожоба, кому хочется, можно даже в нашу краску для волос добавить, если волосы очень сухие, допустим. Можно добавить туда. Да, и в смеси тоже для восстановления я тоже добавляла. Можно даже и чистое, можно масло с эфирными маслами использовать. Здесь вариаций очень много. Ну, вот в краске, девочки, в краске не добавляйте эфирные масла, потому что эфирные масла могут съедать краску, да, вы получите не тот тон. А когда вы восстанавливаете, да, в промежутках между окрашиванием, это да. Но помнить, что, допустим, масло лимона будет осветлять волосы. Масло иланг хорошо работает по темным волосам. Темный шатен там и темнее, пожалуйста. Еще какие-то, может быть, вопросы? Да, вопросов здесь много. Значит, вот вопрос, начну с конца. Можно краски Вивасан смешивать между собой для получения другого оттенка? Можно, но это нужно делать грамотно, это нужно делать с подсказкой, вероятно, парикмахера-стилиста, потому что есть такой, ну вот у мастеров, он круг как бы цветной, да, там все цвета радуги как бы, и там нужно знать схему сочетания красок, иначе вы можете зеленый цвет волос получить. Еще что, если вы раньше красились обычной краской, а теперь уходите на вивасановскую, но у вас пигмент еще тот остался на волосах, вы можете не получить сразу нужный тон. Это нужно учитывать. Тогда лучше воспользоваться осветлителем. Он у нас есть. Он полунатуральный, да, такой, скажем, щадящий, да, там очень маленький процент аммиака, 1% там. Потому что иначе просто не подействует. Он осветляет волосы, ну, буквально на 2-3 тона. Если его, конечно, долго держать, он сильнее осветлит волосы, но вы подпортите все же структуру. То есть можно в несколько этапов проводить такое осветление, но тогда вы выйдете на нужный тон. И у кого седые волосы, но не полностью седая голова, частично, да, то вы тоже получите разные оттенки на как бы волосах, потому что пигмент-то уже разный получается, да, где-то его уже вообще нет. Это тоже нужно понимать. Там, где седые волосы, там нужно тоже работать вначале через осветлитель. Еще вопрос, ну, кажется, вы на него ответили. Скажите, пожалуйста, чем отличаются шампуни и краски Вивасан от всего того страшного, о чем уже сказали? А то уже, я на это уже отвечала, Игорь. Да. Там, что у нас этого всего не содержится. Там вопрос, я видела, при псориазе, чем можно мыть голову. Можно использовать шампунь любой, либо для поврежденных волос, и добавлять туда масло чайное дерево. Еще у нас есть серия Vivaderm, это если есть какие-то проявления на коже при псориазе.
Потому Ну, что, пенка опять-таки, Вивадер на самом деле выручает как бы всегда. Иногда мне хочется, я мою голову ей. Эта пенка, она как бы написана для мытья тела, но на самом деле она и для мытья тела, и для мытья волос, и умываться также можно. И люди, это и у для которых младенцев. проблемы, да, и у кого проблемы с кожей серьезные, они регулярно ее используют. Она очень экономная, великолепно волосы промывает, и поскольку она ламеллярная, она восстанавливает как бы и кожу, да, соответственно, головы, структуру именно. То есть, пожалуйста, пользуйтесь. И вот два связанных вопроса. Значит, как часто можно использовать капсулы миглиорин и ампулы для волос? И можно ли при заболеваниях щитовидной железы использовать капсулы миглиорин и ампулы? Здесь, смотря Ну при да. какой проблеме, как бы вопрос надо бы понять. В чем проблема? Если это проблема недостатка кальция, Видимо, выпадение волос идет, да, да, при этом там заболевании. там пробивается курс, и далее уже смотрится по ситуации. Поэтому, ну, однозначно, в миглиорин их можно от 3 упаковок употреблять, и тот же трикокс, там 2-3 упаковки минимум идут, а дальше нужно смотреть. И спрей тот же миглиорин, его нужно использовать каждый день. Ампулы около 2 упаковок используются. Еще раз хочу Это сказать, при заболеваниях щитовидной железы, пожалуйста, обратите внимание, как минимум 3-месячный курс, ну это минимум, да, масло граната и омега-3 форте. То есть пойдет Ну, это улучшение. если хотят получить результат, потому что можно пропить одну упаковку, она просто не даст того результата, который человек хочет получить. Поэтому чем покупать одну, то лучше вообще даже не начинать. Ну, да, а это я имею в виду, это именно по заболеванию, которое вызывает, вот скажем, в ряде случаев выпадение волос. То есть это проблема с щитовидной железой. Вот это вот номер 1. Ну и из масел это масло лаванды. И вот еще вопрос по волосам. Да, Как можно усилить действие красок, чтобы они быстро не смывались? Никак вы не усилите действие красок, чтобы они быстро не А смывались. можно я Спасибо. отвечу на этот вопрос? Потому что прямо как только появились наши краски, у нас было много всяких случаев, да? И вдруг, не буду говорить, это было очень интересно, не буду говорить, кто это говорил, это из нашего самого высокого руководства, но история была такая. Мама, которая пользовалась нашими красками и получала всегда замечательный эффект, потому что прекрасно закрашивается седина, начинают волосы блестеть, ну, в общем, все было хорошо. И тут вдруг в какой-то момент все было замечательно, она покрасилась, но после первого мытья у нее обнажились снова седые волосы. Ну и начались вопросы к человеку, который распространяет это все. Почему? Может быть, там плохо сделали краску, может быть, Вася Клячкин чего-то там добавил не то, ну и прочее. Так вот, долго мы пытали, и мама сказала, что я все делала так, как вот там написано, все было замечательно. Но когда долго пытали, она все-таки призналась, что та формула, которая дается краске, то есть один флакончик бальзама, один флакончик там закрепителя, что там есть, потому что меня красят только в салоне, я сама не умею. Но это нужно обязательно совершенно исполнять вот четко. Вот есть флакончик бальзама, того, сего, это нужно смешать. Она приблизительно смешала половинку того, половинку другого из экономии. И вот эта вот нарушенная пропорция, там, не знаю, миллиграмм одного, миллиграмм другого, и уже пропорция нарушается. И получила такой эффект, который не очень закреплен. Но это правда была, это истинная история. Но я вам могу что сказать. Натуральные краски, если это самые хорошие вообще, какие угодно краски, натуральные, они не могут вечно держаться, кроме того, что еще и волосы отрастают вообще-то. Но в этом случае смотрите на шампунь. Чем мы моем голову? У нас, например, есть, я тоже получила такой эффект. Я взяла шампунь для поврежденных волос и очень сильно удивлялась, почему это у меня краска так быстро смывается. Так шампунь для поврежденных волос, он восстанавливает волосы,
но тем самым изгоняет все лишнее, в том числе и краску. И только после того, как я поняла, что нужно взять для окрашенных волос, он тоже поддерживает волосы, но он щадит еще и краску. Вот все стало на место. Да, Вот, вот он шампунь. извините, что я тут втреснулась к вам. Еще по краскам для волос я хочу сказать, что, во-первых, все обращают внимание, нет вот этого запаха жуткого, когда красят вот, ну, другими красками, да, то есть человек совершенно, не знаю, спокойно сидит и ощущает, как бы, что и кожу не жжет, не щипет там ничего, не зудит, и нет этого жуткого запаха. Краску можно держать гораздо дольше, если вы хотите получить более интенсивный цвет. Можно как бы закрыть голову, да, это даст, во-первых, ускорение процесса, но опять же цвет вы измените, потому что он будет более интенсивным, более ярким или более темным, там, да, но вы можете варьировать. И если вы забыли, закрутились и продержали краску там не 40 минут, допустим, а час, ничего с вашими волосами не происходит такого. Я держу минимум час. Не отваливаются, вот как видно. Нет, абсолютно. Знаете, они я могу сказать, вот в сравнении, когда я раньше красила до Вивасан всеми разными красками, даже на которых было написано без аммиака, но такого эффекта не достигала. И когда вы красите черный цвет, и он отрастает, это четкое деление. Когда я крашу нашу краску, волосы постепенно смывается цвет, но нет вот этого четкого деления. Поэтому вот здесь, знаете, очень удобно, что когда у вас волосы отрастают, у вас этого практически не видно. Это тоже классно. Поэтому вот здесь и цвет, он полностью на волосах, он становится очень интересным. Волосы, они также продолжают блестеть и сверкать. Поэтому вот попробуйте один раз. Это нужно попробовать, чтобы уже сравнить с чем-то другим. А я еще что вспомнила. У меня вот девочки знакомые, которые, вот скажем, первые разы пробовали нашу краску, они отметили, что потом не остается следов на подушке, на постельном белье, в отличие от других красок, причем профессиональных, недешевых, которыми они пользовались. У них раньше оставались следы на подушках, они вынуждены были их чем-то застилать. Девочки, а можете вот сказать, вот Наташа проговорила, что нельзя, ну, во-первых, хотелось бы прям список получить такой, чтобы было написано, вот дын, если увидишь, ни в коем случае не бери. А если говорить о Вивасане, что по сути входит в краску? То есть те ингредиенты, которые Наташа перечислила, их нельзя. Вот их мы понимаем, в Вивасане нет. А что есть? На чем основан вот этот эффект краски? Ну, допустим, здесь эффект краски, здесь используются природные красители из растений. Просто в соответствии с тем, какой это тон краски, соответственно, там идут разные растения и меняются концентрации, да? Потому что мы знаем, что, допустим, есть пищевые красители, которые... Раньше красили ткани. Да. В кулинарии же используют пищевые красители, так и здесь. Из овощей, из фруктов, из трав, из цветов. То есть вот он подбирается состав. Используются, да, вы можете прочитать, что там есть какие-то научные названия, да. То есть есть вещества, имеющие как бы такую научную терминологию. Но все это сделано максимально безопасно. Еще раз говорю, если это можно даже по швейцарским стандартам, жестким, жесточайшим, можно беременным, кормящим и даже онкобольным. Но, ребята, тут уже вообще вопросов нет. Чем можно увлажнить волосы? Вопрос был. У нас есть бальзам. То есть они флакончики все одинаковые, но здесь разные названия. У нас это шелковая маска, это бальзам. Шелковую маску мы наносим на волосы, подержали 5-10 минут, смываем, а бальзам мы наносим и не смываем. Вы уже после того, как нанесли бальзам,
вы начинаете волосы сушить. То есть это то, что увлажняет и ухаживает за вашими волосами. Потому что очень часто многие путают, что бальзам, его нужно смывать с волос. Нет, его не нужно. Он остается на ваших волосах. Вот это не забывайте. Смывается у нас с головы шелковая маска. Смотрите, я что хочу сказать, что бальзам у нас входит в состав вот любой краски нашей, да, в упаковку. Там входит флакончик бальзама, его хватает на несколько применений. Его хватает буквально от одного прокрашивания до другого. Но у меня, например, обычно это 3 недели где-то. Через 3 недели я корни прокрашиваю. Да, они у меня вырастают на сантиметр. А некоторые даже жалуются, что вот те, кто пьют наши витамины, пользуются нашими шампунями, там, да, волосы начинают хорошо расти. Ну, ребята, вы уже определитесь, что вам надо, реже краситься или чтобы волос был здоровым и хорошо рос. Да, вот, и вот туда входит именно флакончик с бальзамом. Он восстанавливает структуру волоса от мытья до мытья. Он не утяжеляет, он не ужирняет волосы, он моментально впитывается, как бы защищает хорошо волосы. Шелковая маска, как у нас во всех инструкциях, там, да, в литературе нашей пишут, для сильно поврежденных волос. То есть там, допустим, раз в неделю вы можете использовать шелковую маску, да, нанеся ее, продержав, и эффект вы получите сразу вау. Там, да. И есть у нас, вот мы не сказали, еще масло не масляное для волос, тоже в такой упаковочке. Действительно, оно не масляное, гелевая структура, чуть-чуть тоже совсем берется. У меня оно дома, этот флакон уже больше 2 лет, причем я отливаю в маленькие флакончики, даю пробовать людям. Но можно нанести его на все волосы, можно только на кончики. Очень хорошо защищает волосы при укладке, при сушке феном, при там, утюжках и прочих вещах. То есть дополнительная защита. Можно вопрос? Да. Можно вопрос? Вот если, допустим, вот так, чтобы человек, который не знаком совершенно с продукцией, какая у нас есть колоссальная, что это? Это шампуни, да, то, чем моют, раз. Это уходовые какие-то средства, то есть масла, масло без масла, там маска, бальзам. Да, масло, это краски, и это еще и капсулы, которые и пьют внутрь, и наносятся на волосы, и спреи там, и так далее. Если говорить, вот как бы такая линейка, если это шампуни, то это для сухих, я сейчас буду говорить, я что забуду, скажете, ладно? Для сухих, для жирных, для нормальных, для поврежденных, для окрашенных, от перхоти и все, да? И все, да. Да. И против выпадения. От выпадения. Против выпадения отдельно специальный, да. Миглиарин еще. Вот это уже такой прям... Есть уходовые. Это бальзам, это маска. Шампунь органа еще. Шампунь органа. Вот слушайте, это сколько получается? 8 штук, да? 8 или 9 разных шампуней. Если уходовый, бальзам, маска, масло без масла, абсолютно, вот для меня оно совершенно это мое, причем это давно, и я не могу остановиться. Это шампунь, значит, уходовое, что еще там есть у нас? Все, наверное, да? Бальзам, маска и масло, да. И спреи со спиртом, без спирта, миглиарин. Да, и лечебные. Это спрей на спирту, спрей без спирта, который просто сбрызгивается. Ампулы для волос. И вот из всего, ну и краски. А красок у нас сколько тонов? Ой, даже не считала. Очень много. 2 линейки, классика и лайт. 2 линейки как бы идут, да. Да, там, ну, вот просто вот вся-вся-вся. Так вот, смотрите, вот для меня это вообще жуть жуткая. Это я потому что знаю, это я перечисляю. А если человек, который как бы не очень понимает, что ему выбрать, с чего начать, то, конечно, это сложно. Так вот,
Чем хороша система Вивасани, тем более напоминаем, что Вивасану 24 года будет вот в декабре, буквально через 2 месяца, через год будет четверть века, это, конечно, индивидуальное, персональное консультирование. Каждый человек может задать этот вопрос. И, ребят, пожалуйста, задавайте вопросы сейчас, задавайте вопросы тем, кто вас пригласил, потому что люди, которые вас пригласили, в основном работают уже давно, и все профессора, не только вот Наташа и Юля, девочки, которые знают это очень хорошо. Поверьте, что наши консультанты знают это тоже очень здорово. И подписывайтесь на новости. Вот внизу вы можете увидеть вот эту плашку, В подписаться. комментариях есть ссылка. В комментариях можете увидеть, потому что Игорь все время выставляет эту ссылочку. Подписывайтесь на наши новости, вы тогда не пропустите какие-то вещи. Но если есть вопросы, индивидуальные вопросы, просто представьте, что это не просто в магазине возьмите вот это, а это уже разговор конкретный. Как вы кушаете, как у вас работает желудочно-кишечный тракт, вы работаете на улице или дома, ну и так далее. И что консультант порекомендует вам. Ну а еще каждый шампунь надолго, потому что вся продукция Вивасан – это очень экономное использование. Еще один момент, кто не пользовался ни разу шампунем и начинает только, это что он не пенится. Говорили вы, да, об этом, девчонки? Да, говорили. Да. Вот. Но пенится Это только у многих органовые. реально шоковое состояние. Да. Когда они намыливают голову и нет огромной пены. В самом начале у нас был такой каталог, еще небольшой, и была рекомендация как раз от швейцарских производителей, как правильно мыть голову. И первая рекомендация была смачивать волосы предварительно не менее 30 секунд. Мне это так вошло в голову просто, чтобы вот промокло все, включая вот корневую систему. И чтобы не было слома, когда ты там начинаешь мыть или дергать. И мне это так хорошо запомнилось, что без всяких уже напоминаний, когда я начинаю лить что-то на волосы, в воду, для того, чтобы смачивать, я тупо считаю до 30, иногда больше. После этого маленькое количество размазывается, смывается, и вот второй раз уже ты чувствуешь вот эту мыльную пенку. То есть все четко, двухфазное омывание, двухфазное мытье головы, все как всегда. Ну и тело тоже, наверное. Нет, ну здесь нужно сказать еще по поводу пены. Это специфика органических шампуней, да, потому что все, что у нас пенится, это бытовая химия. Ты нас сегодня пугаешь. Ну да, да, это правда. Я видела вопрос про аромарасчесывание. Что это за штучка такая? Это как на гребень расчески, капается масла и наносится на волосы. Но это то же самое, что мы нюхаем, используем мы ароматерапию. Здесь мы насыщаем наши волосы эфирными маслами. Потому что у нас эфирные масла, они воспринимаются не только носом, не только когда мы используем в чае или еще в чем-то. Также это и очень хорошо для волос. Во-первых, чем хорошо мыть волосы, мы смываем плохую энергетику. Чайное дерево, в частности, вот знаете, когда бывает такое, приходят после общения с людьми-вампирами, назовем так, и людям очень тяжело. Можно капнуть 1 каплю чайное дерево и просто нанести по волосам вот так. То есть вы избавляетесь от плохой энергетики. Либо масло можжевельника, это тоже из такой же серии. Вы сегодня точно в ударе. Кто про эти страшные болезни, кто про вампиров энергетических. Так, все, кажется, пора заканчивать. Поэтому... 2 вопроса еще, ответьте, пожалуйста. Для темных волос дает вот аромарасчесывание, когда делается смесь, ну там, наверное, произвольно как бы количество от шевелюры зависит, масло жожоба с маслом иланг-иланг. И вот эта смесь наносится щеточкой на расческу с крупными зубчиками, и расчесываются волосы по всей длине. А это уже индивидуальные рецепты.
Да, Игорь, давай да. вопросы. А то я все время вспоминаю эту притчу, когда лидера сначала просят выйти на сцену, обещая ему $10, а потом $100, чтобы он ушел со сцены. Так и мы. Мы не Здесь есть отдаем вопрос на о выпадении волос. И Посоветуйте, что при выпадении тонких волос. Вообще, как бы, если мы касаемся выпадения, здесь не проблема, тонкие они или толстые, здесь проблема выпадения волос. Здесь мы используем всю ту же серию Миглиорин, и там не масло, а розмарин, чайное дерево. Это немножко розмарин, это для укрепления. И когда мы используем чайное дерево, это при перхоти для лечения самой кожи головы. Если мы работаем с выпадением... Юля, не слышно тебя почему-то. Что-то со звуком случилось, тебя перестало быть слышно. Но это опять же, алло, меня слышно, видно? Да, слышно, слышно. Вот что мы используем, да, вот что мы еще используем, это капсулы Трикокс, которые даже при аллопеции 3 раза в день они используются, и тоже курсовой, и это не одна упаковка, и капсулы Миглиорин. И обязательно мы должны выяснить, в чем причина выпадения, то есть нужно устранять причину, либо это стресс, И либо точно, это гормональный сбой, да. либо витаминно-минеральная недостаточность. Да, и здесь точно нужно Как часто можно мыть индивидуально. волосы шампунями и волосам? Хоть каждый день, хоть 2 раза в день. Здесь нет ничего вредного. И еще добавлю, что любой шампунь, который вы используете, если вы почитаете в действии шампуня, они все придают объем. Ну вот как бы если вы посмотрите на мои волосы, это 3 дня грязной головы. Вот когда спрашивают, а нужно ли их использовать, 3 дня грязной головы. Поэтому они сейчас не пушат. Но как только вы помоете волосы и их укладываете, они очень пышные и они имеют большой объем. Поэтому вот любой шампунь, он придает объем. Это точно я могу сказать. И очень классное масло органа в составе шампуня органа придает блеск волосам. Вот если у вас сухие поврежденные волосы, сейчас наступает то время, когда у нас мало того на улице холодная температура, еще и в доме сухой воздух. Мы не только вот ставят многие сейчас увлажнители дома для того, чтобы увлажнять воздух. Это нужно не только для кожи, но и для волос. Поэтому все эти уходы, которые мы перечисляли, они однозначно необходимы для волос, чтобы они ожили, скажем так, и начали жить новой жизнью. Поэтому имейте в виду вот то, что мы говорили в начале. Какой сюрприз я говорила. Если вы смотрите и впервые при выборе вот любого из этого шампуня, покупая 5 наименований, вы получаете дисконтную карту и постоянную скидку 23%. И кто вас пригласил, нажимайте на ссылочку внизу, если вы смотрите по ссылке, оставьте заявку, там есть телефон, можно написать, и укажите свое имя. С вами человек свяжется и подскажет, что лучше именно для вас. Потому что волосы – это та тема, на которую можно, наверное, говорить бесконечно. И можно об этом продолжать, и мы можем молчать. Там хороший потому вопрос, что это самое лицо и волосы. Юль, хороший вопрос был, нужно ли разбавлять или в таком вот виде. Да, я просто видела, что некоторые отливают. Надо ли разбавлять шампунь или использовать в чистом виде? Да. Я вот разбавляю. Некоторые я видела прямо в отдельный пузыречек, наливают немного шампуня, где-то, ну, треть, и разбавляют водой и пользуются уже вот такой штукой. Ну, а кому лень, на ладошку водички, чуть-чуть капнуть и на волосы. Ну, это уже так, да. Но когда Вообще, нет времени, когда-то нам говорили специалисты на одном из семинаров, что по-хорошему разбавлять 1 к 4. То есть это правильное соотношение моющей базы и воды 1 к 4. Да, получается жидкое непонятно что, но для волос это то, что надо. Ну да, ну просто вот когда хочется чуть-чуть 1 к 3, 1 к 4. Почти то же самое. Я могу сказать, что у меня шампунь при моей длине волос за месяц не заканчивается. То есть один шампунь это 2,5-3 месяца, это как минимум.
Поэтому да, вот если ну, посмотреть, у меня даже как его использовать и сколько он стоит, тут однозначно все познается в сравнении. Ой, Вопросов сейчас больше уже нет. да, Есть нету. предложение, просьба, проведите, пожалуйста, эфир по профилактике, или как укреплять иммунитет детям и взрослым. Но это сейчас, наверное, самая важная тема для многих. Да. Ну, Да. там я видела, Таня Панарина ответила, что уже несколько эфиров было на эту тему. Об этом можно говорить каждую неделю. Да, можно говорить и в прямом эфире, можно ссылочки сейчас просто взять тех эфиров, которые были, для людей, кому это интересно, а можно действительно еще провести. Потому что сейчас уже даже ленивые, уже все знают, что такое иммунитет. Я сегодня ехала на такси, и человек, который вообще никогда не занимался никаким здоровым образом жизни, я просто знаю этого таксиста, который говорил, вот на Волгу я съезжу один раз в год, наловлю рыбы там вот на рыбалке, и все, и у меня иммунитет готов. И тут даже не про иммунитет. И тут вдруг он говорит по поводу ковида, говорит, что там говорить, главное это иммунитет. Думаю, господи, ну неужели правда, неужели это дошло? Вы знаете, я хочу закончить сегодняшний наш эфир, потому что правильно Юля сказала, что об этом можно говорить сколько угодно, и женщинам, и мужчинам. Так вот, у нас за эти годы столько было результатов, и очень интересно, когда и после химиотерапии люди приходили с колоссальными проблемами, да, или просто какие-то там проблемы гормонального характера, и женщина, например, лысеть начинает, и как у нее отрастал вот этот пушок вот на этих местах, да, просто начинался пушок, потом начинали расти волосы и совершенно другого характера шевелюра. Здесь рассказов очень много, но я сейчас вспомню и закончим на этом один случай. Мы только начинали работать, это был 99-й год. Офис был на первом этаже одного жилого дома в самом центре города. И у нас появились уже шампуни, все было замечательно, но мы мало чего знали. И вот приходит один совершенно лысый мужик, лысый как коленка, который слушает желудочно-кишечный тракт, эфирные масла, в общем, все наслушался, и говорит, скажите так интимным голосом, видимо, вот я потом поняла, какая это боль для него. Вот скажите, пожалуйста, а есть у вас что-то от облысения? Я замерла, смотрю на него, он не понял моей паузы и говорит, я любые деньги плачу. Сначала опешила, а потом говорю, скажите, пожалуйста, а сколько лет вашей лысине? Он говорит, ну лет 17. И я показываю пальцем вверх, говорю, ну это уже не к нам. И он говорит, а что там тоже офис есть? Я говорю, да еще какой, имея в виду Господа Бога. Ну, говорить и убеждать его о том, что ему очень идет лысина, это, а сейчас это вообще спокойно, это тогда была проблема, может, еще 25 лет назад, а сейчас это уже модно просто. Поэтому, ну, если мужику модно, то женщине вообще никак. Берегите себя, берегите свое здоровье, заботьтесь о своей красоте, о своих волосах, а мы вам в помощь. Спасибо большое всем. Спасибо огромное, наши уважаемые эксперты, Юлечка и Наташа, потому что вы своим видом и своими роскошными волосами показываете, что вы всем этим пользуетесь и какой это эффект. И за то, с какой страстью и как вообще вы останавливаться не хотите, вы можете рассказывать об этом денно и ночно. Спасибо вам большое. Дорогие зрители, не забывайте на нас подписываться, не забывайте задавать вопросы. Мы будем счастливы ответить на каждый из ваших вопросов. До свидания, всего хорошего. Оставайтесь здоровыми.